Всем привет! Сегодня у нас будет рыбалка по холодной воде. Приехали мы вдвоем сегодня на такую малую реку. Но она не везде тут малая. То есть иногда она бывает тут очень узкая и глубокая, а иногда довольно-таки широкая. Вот корях очень много, травы. В общем, места очень интересные. Ну а что у нас из этого получится, посмотрим далее. Итак, погнали! Такой интересный воблер от Люрмакс. Это у нас копия надула реалист. Получается, называется он Dingo 100S. По щуке работает вполне прилично. Мне понравился. И расцветка такая веселая. Динго! О, рыба! Есть! Динго рулит! Нормальная такая щука. Дай-ка мы тебя вот сюда заведем. Динго ловит. Зацепилась за один тройник всего. А течение тут не слабое. Ну такая килоха, даже может чуть больше, с пиявками. Вот такая щучка соблазнилась, не особо большая, где-то за килошка. Отработал воблер Dingo от Люрмакс. Классный такой, в расцветочка, мне нравится. Да и по игре воблер тонущий, кстати. Вот здесь не очень глубоко, прям от дна взяла. Садим такую на куканчик. Вот, смотрите, какая красоточка всадила. Нормально. Начало положено. Я, ребят, когда сейчас плыл, увидел тут такое небольшое расширение, поворот. Напротив еще такая заводь. Место явно выбивается из общего ландшафта. Такие места надо проверять. Вот остановился, сразу поймал. Но я думаю, что задерживаться я сегодня не буду на каких-то точках. Ну, если там клев будет только как на черных камнях, только тогда. А так буду перемещаться. Сейчас проплыву дальше. Глубина тут небольшая. Заплыли мы в дебри, сперва заехали. Я не знаю, как мы будем выбираться, честно говоря. С утра был легкий плюс, а после обеда будет уже серьезнее, теплее и дождь пойдет. Честно говоря, не знаю, как мы вырвемся, но посмотрим. Самому интересно. У нас тут пару дней стояли морозы, ночью доходило до -7, корка льда. Реки покрылись, ну и все водоемы. Но вчера начался уже плюс такой стабильный, +3, сегодня уже +6, и сегодня уже наступила такая неплохая оттепель. Так, встанем где-нибудь здесь. Речка не очень
широкая, поэтому буду все посередине примерно становиться. Вот, тут поглубже. Прям. Прям получается заход в яму. Здесь провода, блин, мешают забросу. Боюсь на них повесить. Не вкладываюсь. Есть! Не кругленькая. Хотя уже тоже с пиявками. Мы тебя сфоткаем и отпустим. Ну, такая небольшая щучка, согласилась. Опять на динго. Классный воблер, мне прям нравится. Ну, размер, честно говоря, не очень. Отличный заброс. Всадила уверенно. Хорошая щука. Ну пока. Побыль пиявок на ней. Смотрите. Это 5 килошка. Нормально. Сейчас так уверенно взяла щучка это. Прям как будто в стопор. Так бам! Воблер сразу остановился. Отлично. Сопротивлялась хорошо. Ветром как носит туда-сюда. Под камышом стояла. Короче, надо под бережок кидать. Все поклевки из-под берега сегодня. Это у нас копия надула Реалист от Bear King. Вот так он называется у них. В общем, хороший воблер, хорошая копия. Такой шумящий. Мне нравится звук вот этот высокочастотный из мелких шариков. Он, похоже, по холодной воде неплохо работает. По крайней мере, щука откликается на этот звук. И, в общем, он привлекает, а не отпугивает хищника в это время года. В общем, воблер огонь. Мне нравится. Опа, есть. Неожиданно, я думал, зацеп. А это не зацеп. Это щучка. Нормальная такая щука. В принципе. Да ё-моё. Смотрите, ребята. С пиявочкой уже. О, еще. Прям заглотила вообще. Прям полностью воблер в пасти. Приятно. Кстати, нажрата. Что-то съела уже.
Вот, разловил воблерок дуореалист от Bear King, копию. Воблер где-то там в шахте. Кто узнает, что за воблерок? Это копия от Bear King, сразу скажу. Угадайте. Щука кого-то уже до этого съела. Нажратая. Но все равно позарилась на него. Крючок прошел сквозь жабры и впился снаружи жаберной крышки. Вот это, блин. Не очень хорошо. Так, нужен зевник. Операция серьезная предстоит. Так. Так, ну я ее, скорее всего, отпущу, но пока посажу на кукан. Ну вот, а я начал кидать этот воблерок. Ну, что-то раза 4 кинул, что-то мне показалось, что он высоковато идет для этой глубины. И хотел уже его поменять. И потом чувствую, как будто за траву зацепился. Сейчас щука, конечно, уже не так активно. Да, можно сказать, вообще вода сильно холодная. Поэтому клюет без удара. Сейчас не поймешь, то ли поклевка, то ли зацеп. Вот, ну потом тащу, чувствую, трепыхается. Вот, так что я пока этим воблерком еще покидаю. Опа, есть. Есть подруга. В сторону повела. Куда-то. Это не крупная, по-моему, щучка. Да, шнурок. Это шнурочек. Мелкий совсем. Ну, сфоткаем тебя на всякий случай. Да, есть такое выражение: мелочи приятно. Вот зимой даже мелкая щука, вообще, в принципе, поклевка, это уже приятно. Все, беги. Потому что, во-первых, холодно. А по холоду без поклевок вообще очень тяжело что-то ловить. Но это с более мелкого места сейчас клюнуло. Вот уже под этот бережок кидал. Там явно мельче. В общем, воблерами я тут уже накидался. Решил на джиг перейти. В общем, сейчас пойдут мандулы, поролон, резина. Джиг — один из лучших видов ловли для такой холодной воды. Поэтому беспроигрышный вариант. Единственное, конечно, что джиг как вид ловли я не очень люблю. Но когда клюет, в принципе, пофигу. Я готов и джиг потерпеть. Да. Главное, чтобы она не сошла. Главное, чтобы она не сошла, говорю. Ух ты! А там что-то хорошее, походу. Или мне кажется.
Блин, какая-то резвая просто. Да я. На поролоночку, да? Ага. Она ж поролонка есть, сквозь жабры прошла. Она сквозь жабры прошла. Да. О, куда заглотила. Я не специально. Ну вот так тут жадно заглотила так поролон. Щука. Вообще аж жабры. Сопротивлялась, я думал, прям как будто трофей. Но на самом деле такая нормальная щука. Кстати, без пиявок. На удивление. Ай, не надо мне откусывать. Опа. Блин, хвост остался. О, хвостик остался. Жалко. На паузе так тюкнуло. Отлично. Такие интересные у меня поролоночки есть. Здесь, правда, уже хвост там грызан. Кислотный цвет, ярко-красная брюшко, зеленая спинка, такой желтенький бока. Небольшой поролончик, но вот для холодной воды такой размер, он, мне кажется, наиболее подходящий. Он как бы соблазняет. Всякого размера щуку может соблазнить. Очень интересный. Офигеть. Акушара. Прикольно. Вообще-то здесь надо на якорь стать. Так. Сейчас мы тут станем на якорек. Какой красавчик. Ну вот, первый окунь в этом году соблазнился на поролонку. Но если есть окунь, то вполне возможно, что тут и щука есть. Или еще один окунь. Все, ребят, рыбалка подошла к концу. Она прошла, в принципе, неплохо. Несколько хвостов было поймано, рыбу в руках подержали. Так что будем сейчас собираться. Если вам рыбалка понравилась, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк и подписывайтесь также на мой телеграм-канал, там тоже будет много интересного. А мне на этом все. Всем счастливо, всем пока.